Здравствуйте, друзья! Как поживаете? Сегодня я хочу с вами поделиться одним очень вкусным рецептом. Это варенье из инжира, но это варенье называется в Греции гликокуталю, что в переводе от ложки, сладкое от ложки. В первую очередь нам надо собрать инжир. Собираем инжир незрелый, который он еще, можно сказать, вот внутри сухой. Итак, я собрала 2 килограмма инжира, и в первую очередь мне надо удалить эту веточку сверху. Видите молоко, которое падает из фрукта? Во-первых, нам надо его удалить, а во-вторых, в Древней Греции это молочко собирали и в горячее молоко наливали, и из него делали сыр. Это молочко свертывает молоко, и получается сыр. Но для варенья нам надо удалить это молочко. В кастрюлю набираем воду, доводим до кипения и бросаем туда инжир. Варим где-то 15-20 минут, и вы видите вот это белое, эти белые крупинки, это и есть то молочко. Когда сварится 20 минут, снимаем с огня, споласкиваем в холодную воду и оставляем до полного остывания инжир. Когда полностью остынет инжир, в одну кастрюлю наливаем 800 грамм воды и 2 килограмма сахара, ставим на огонь, чтобы сварился сироп. А за это время зубочисткой прокалываем инжир, который он при первой варке получился как сморщенный. Мы хотим, чтобы потом его поставив в сироп, чтобы он опять получился у нас гладкий. Итак, как закипит у нас сироп, бросаем в сироп инжир. Варим его 5 минут. Как вы уже видите, некоторые из инжиров, они пропитывают уже сироп, и они опять стали кругленькие. Оставляем в сиропе, чтобы они простояли 24 часа, и на следующий день будем варить второй раз. На следующий день опять также варим 5 минут. И как вы уже видите, они поменяли цвет. И сироп уже стал немного розоватый или как-то так. И опять же оставляем на 24 часа в сиропе. И будем на следующий день варить третий раз, последний. Варим третий раз варенье. В этот раз мы наливаем 2 столовые ложки кукурузный сироп или сироп глюкозы. Если надеюсь, в ваших странах он есть, если нету, вы можете налить пол чайной ложки лимонной кислоты. А для чего мы наливаем кукурузный сироп, сейчас я объясню. Во-первых, он не допускает, чтобы наше варенье засахарилось. И во-вторых, вот если вот так посмотрите, вы увидите, что варенье стало оно глянцевое. Итак, вот что у меня получилось. 2 литровые банки, плюс еще в вазе. Банка должна быть стерильная, но консервировать не надо. Хранить можно всю зиму спокойно или в холодное место, или в холодильнике. И подаем эту вкусняшку с греческим кофе. Это такой кофе, что в Греции оно греческое, в Турции турецкое, в Египте египетское, в Болгарии болгарское и так далее. Кроме шуток, раньше, по традиции, когда друг к другу в гости ходили, хозяйка должна была обязательно сперва сварить кофе, подать обязательно с вареньем, и это считалось первое угощение. Второе угощение уже шоколадки, пирожные и так далее. А третье угощение, если, пригласили даже на ужин или на обед, потом уже садятся за стол. Посмотрите, какого красивого янтарного цвета получился инжир. Внутри он мягкий, а снаружи он слегка, вот как будто откусываешь мармеладку. Он очень вкусный, не разваливается, и внутри очень вкусный. Приготовьте, вы не пожалеете. Но всегда выбирайте фрукты незрелые, чтобы они у вас также получились.
И, конечно, варенье запиваем кофе. Вы знаете, что в Греции перед тем, как выпить первый глоток от кофе, надо говорить обязательно на здоровье. Вот это у нас так. Ложка какая-то неудобная. Ложка какая-то неудобная, мучает меня. Приготовьте обязательно. Если приготовите, жду от вас ваши впечатления. Но я с вами прощаюсь. Целую, обнимаю крепко. До скорого. Пока.